Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня хочу показать вам маленький лайфхак по выравниванию полов, по частичному выравниванию полов. Что это значит? Бывает так, что в целом плоскость пола у нас неплохая, но где-то местами есть бугры, наслоения, которые нужно убрать, чтобы не переливать, не перетягивать весь пол заново. Это бывает очень часто. Вот, допустим, в данном случае почему так произошло. Вот у меня правило скачет именно в этом месте. В этом месте так произошло, потому что здесь стоял маяк. Маяк ставился задолго до того, как заливалась основная стяжка. То есть произошло что? Маяк уже устоялся, дал свою усадку, высох, раствор остался на своем месте, на маяке. Потом начали заливать пол, залили пол, всю плоскость. Этот раствор дал усадку, и поэтому появился вот такой бугор, именно в месте маяка. Вот этот вот разрез мы не смотрим, это просто деформационный шов, а маяк сам вот он здесь был, и поэтому в этом месте сейчас и скачет наша правило. Иногда бывает проще снять бугор, чем перелить всю стяжку, дабы не тратить время на работу, на материалы, ну и так далее. Да и не на все виды финишных покрытий нам нужна идеальная стяжка. То есть берем метровое правило, проверяем, если меньше миллиметра, значит у нас уже под это покрытие основания наша стяжка подходит. Здесь больше, поэтому хочу это снять. Еще раз повторю, этот вариант подходит только для тех мест, где у нас просто есть где-то локально, то есть, точнее частично есть бугры. Если у вас какие-то большие ямы, конечно, их уже этим способом не убрать, их можно только перетянуть, перелить. В худшем случае поставить маяки и полностью перетянуть стяжку. В лучшем случае это просто ямы частично правилом поубирать, постягивать. Но бугор проще всего просто счистить. Для этого дела у меня есть вот такой аппарат Interscol MSHU-125 1400E, кому интересно. Машинка эта у меня очень давно. Пользуюсь я ей очень часто, она у меня снимает шпаклевку, побелку со стен, она у меня шлифует частично бетон, бетонные потолки, бетонные полы, стены, где нужно. Вот сейчас буду шлифовать пол, посмотрите, как это все работает. Здесь алмазная чашка стоит, вот. Подключаем пылесос, чтобы не пылил, и спокойно работаем. Аналогов этому аппарату нет. Аналоги стоят, ну, как минимум, наверное, раза в 4-5 дороже. Самый простой аналог. Берем уже какие-то фирменные вещи. Интерсколу этому аналогов нет. Нет таких больше шлифовальных аппаратов. Это вообще машинка для шлифовки именно бетона. Отработала она у меня уже порядка, наверное, 5 лет. Ни одного ремонта, ничего не было. То есть она свои деньги уже давным-давно отбила. Поэтому, кому интересно, посмотрите в интернете, если она еще есть в продаже. Можете смело покупать, хороший рабочий аппарат. Ну а сейчас ближе к делу. У меня здесь стоит еще одна камера, чтобы вам сбоку было видно, как это все работает. То есть понятно, шлифанули кусочек, перепроверили, где-то надо еще почистили и так дальше. Эта работа занимает 5 минут вместо того, чтобы здесь перетягивать что-то, выравнивать по новой. Вот этот защитный чехол позволяет работать близко к стенам, близко к углам. Под плитку нам такая поверхность сойдет, нам ничего больше делать не нужно. Если это будет кварц-винил или ламинат, можно взять просто плиточный клей и аккуратно шпателем все это стянуть.
Таким образом проходим, проверяем все полы, отмечаем карандашом, где нужно подшлифовать, шлифуем и вперед и с песней начинаем укладывать плитку, ложить ламинат и так далее. Всем спасибо за просмотр, за видео палец вверх. Всем пока, скоро увидимся.